Когда евангелист Иоанн описывает въезд Христа в Иерусалим, он описывает его не какое-то отдельное событие, отдельный день его жизни, очень важный, а связывает это событие как бы с днем перед этим, с днем после этого, что происходит, и как одно какое-то явление, которое дает суть нам. Вообще, наверное, скорее всего, читая по Евангелию Иоанна, то я бы начал сегодняшнюю историю даже с событием, которое было возможно где-то несколько недель, а может быть даже несколько месяцев до въезда Христа в Иерусалим. Въезд записывается в главе 12, а предыдущая глава, 11, где-то под конец, напомню слова, которые мы читали, 11 глава, это совет Синедриона, священников собрался, 48 стих. «Если оставим его так», это о Христе, «если оставим его так, то все уверуют в Него, и придут римляне и владеют местом нашими народом». Если оставим его так. Христос перед этим сделал большое чудо возле Иерусалима. Он поднял буквально из могилы, вызвал мертвого человека, и он ожил Лазарь. И многие, узнавши об этом чуде, были расположены во Христа верить. И вот собирается Синедрион, священников, и говорит, если оставим его так, то есть если мы дальше позволим Христу делать такие дела, то просто все в Него уверуют. Все в Него уверуют. То есть количество верующих будет все больше и больше увеличиваться. Потому что Он делает такие дела, которые мы не можем как-то оспорить. И вот тогда они совещаются и думают, что это может быть для них очень плохо, потому что вот люди воодушевлятся и подумают, что Он царь, еще Его провозгласят, и тут и римляне прибьют всех, а мы потеряем власть. И вот тогда они принимают решение, что нужно его убить. То есть вам лучше его убить. И вот Христос, зная это решение, на некоторое время уходит от Иерусалима. И вот буквально перед въездом Христа в Иерусалим, вот буквально за день-два, он снова возвращается, и рядышком возле Иерусалима, находится в Вифании, вот там, где было это событие с Лазарем, его снова принимают в гостях, и многие узнают, что Христос встал. И вот за день до въезда в Иерусалим снова собираются на совещание священники. Это суббота перед въездом в Иерусалим. 12 глава, стих 9. Многие из иудеев узнали, что он там, в Вифании, возле Иерусалима, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого Он воскресил из мертвых. Первосвященники же положили убить и Лазаря, потому что ради него многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса. И вот священники узнают, что Христос рядышком, и снова к Нему идут люди, и видят этого Лазаря живого, и снова еще больше об этом чуде говорят. И снова многие расположены в Него верить. И вот они буквально решают, нужно что-то делать. Нужно не только уже убить Христа, которого они положили, Иисуса Христа, а этого будет мало, потому что нужно убить еще и Лазаря, чтобы не говорили о том, что он воскрес. У нас будет аргумент, а он в могиле, он мертв. Это делают, такое решение принимают люди, которые были, наверное, более всего близкими к храму. То есть они имели власть над храмом. Это как будто бы даже было, как им казалось, чуть ли не их право личной собственности. Но как далеко они были от хозяина этого храма, от Господа этого храма. Невзирая на явные заповеди «не убей», они решают убить не только Христа, а им кажется, этого мало, убьем и того, кого Он воскресил. Почему такая негодование, ревность и зависть? Первосвященники, они принадлежали к такой форме иудейского верования, Библия называет
может быть, мы помним, встречали саддукеи. Вот. Мы знаем, были фарисеи, они чаще встречаются на страницах Евангелия, но были и саддукеи. Так вот, первосвященники и почти все священники были по исповеданию саддукеями. Хотя эти люди были верующие в Бога, но где-то мы даже подумали, что это похоже на атеистов. Потому что, хотя они в Бога верили, но они не верили в жизнь после гроба. В Бога верили, но считали, что в Бога нужно верить только на земле. Умер, закопали и конец. Так они верили, поэтому они считали, что благочестивые люди должны быть очень богатыми, успевающими, потому что все, что Бог воздает, Он воздает только на земле. Они так верили. И при этом Богу служили, совершали богослужение, а оказывается, то, что делает Христос, оно это опровергало. Вот они верили, что человек умер и конец, а вот человек умер, он живой, Лазарь живой. И это било, потому что они учили, это как бы ихнюю репутацию уменьшало. Поэтому нужно убить не только Христа, а и Лазаря, потому что мертвые не воскрешают, как они считали. Это было в субботу, а вот повествование продолжается, стих 12. А на другой день, это уже воскресенье, на другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, и его встречают. Множество народа, пришедшего на праздник. Это были паломники. Знаете, на эти праздники перед Пасхой собирались евреи со всего света. А тем более евреи, живущие в этой стране, но не из Иерусалима, но они приходили в Иерусалим. Там было много паломников с Галилеи, там, где Христос и делал большинство своих чудес. Были очевидцами Его служения. И вот они пришли в Иерусалим, и того, кого они все хорошо знали, Христа, они встречают. Встречают, ликуют, цитируют псалом, который читали братья из Ветхого Завета, поют его, где называется Христос титулами, как царь, как мессия, и Христос это принимает. Впервые Христос не запрещает его публично царем провозглашать. Он дает как бы это свое одобрение. Да, я есть то, что вы говорите обо мне. Я есть посланник от Бога. Да, хотя его царство начнется не с земли, они хотели бы, чтобы с земли, его царство будет на небесах, хотя придет время, и он придет на землю воцариться для Израиля. Итак, его провозглашают эти паломники. Больше того, давайте стих 17. Народ, бывший с ним прежде это, скорее всего, те, кто были очевидцами истории с Лазарем, и этот народ свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых. Потому и встретил его народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо. К этим паломникам добавились и те уже уверовавшие или провозглашавшие Христа царем евреи, которые жили в Иерусалиме. И буквально весь город гудел разговорами, что Христос сделал невероятное чудо, которое можно сделать только перстом Божьим, рукой Божьей. Он поднял человека из могилы, и этот человек живой, говорит, мы его видели, мы видели это факт, это было в наших глазах, или другие видели, мы видели и были вчера на вечере, где угощали Христа в доме, где служила Мария с Марфой, мы видели, он живой. И вот это вот разговоры о том, что делает Христос, они буквально подняли весь город. Стих 19. Фарисеи же говорили между собой: видите ли, что не успеваете ничего? Весь мир идет за ним. Вот не успеваете ничего? Вот сразу же после
того, как Христос воскресил Лазаря, они собрались и решили, нужно его убрать, потому что все уверуют. Потому что если мы его не уберем скоро, все будут веровать. А теперь они, наблюдая эти события, говорят, мы не успеваем. То, что мы запланировали, то, что мы хотели сделать, а они решили, что как только он где-то появится в поле ихнего зрения, где они могут его достать, схватить, арестовать и осудить и казнить. Это они решили. Теперь говорят, мы не успеваем. То, что мы запланировали, он нас опережает. Уже то, что мы боялись, что все уверуют, уже это происходит. Все веруют, все его провозглашают. И наши жители Иерусалима, и эти паломники. Мы не успеваем. И эта фраза «весь мир идет за ним». У страха глаза большие, это, конечно же, преувеличение, но им казалось в тот момент, что теперь все, уже весь мир в него уверовал. Очень похоже, что это было такое неосознанное ими, непроизвольное пророчество, которое сбудется и благодаря им, их таким планам. Они хотели его остановить, чтобы весь мир не пошел за ним, а весь мир пойдет за ним. Тогда он еще не шел, тогда это было еще очень поверхностное и неглубокое, и не у всех вера. Но весь мир пойдет за ним, весь мир идет за ним. И это для них была очень страшная новость. И после этой фразы «весь мир идет за ним», которая была сказана, по-видимому, еще раз, в момент въезда Христа в Иерусалим, в момент этого ликования, Иоанн не разрывает, продолжает повествование, хотя сравнивая с другими евангелистами, видно, что это, то, что будет дальше, это уже было не воскресенье, а, наверное, в понедельник. Весь мир идет за ним, и Иоанн пишет, из пришедших же на поклонение в праздник были некоторые елены, то есть греки. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря, «Господин, нам хочется видеть Иисуса». И как будто бы их пророчество сбывается. Весь мир идет за ним, и буквально на следующий день, оказывается, в Иерусалиме были какие-то греки, наверное, которые были расположены и оставили язычество, и искали единого Бога, и то, что они слышали, как поклоняются евреи, они были в Иерусалиме. И эти греки, на фоне того, как, наверное, народ встречал Христа, заинтересовались. И уже не только евреи идут за ним, а уже греки находят одного из апостолов и с ним познакомились, говорит, мы просим тебя, дай нам возможность лично со Христом познакомиться, с ним поговорить. Уже греки его ищут. И в ответ, когда Филипп уже с Андреем приходит к Иисусу и говорит, Иисус, тебя уже греки ищут, хотят с тобой поговорить. Им кажется, это очень важно, радостно. Такая популярность. В ответ на желание греков с ним встретиться, Иисус отвечает. Стиха 23 этой главы, стихов 10-11, ответ Христа на желание греков с ним повидаться. И начинается этот ответ с того, который уже читал брат Саша, стих 23. Иисус же сказал им в ответ, пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много плода. Он говорит, меня греки ищут, это хорошо, но я помогу им, или смогу помочь им, смогу дать им этот духовный плод для их спасения только тогда, когда я прославлюсь. А когда я прославлюсь, он говорит о своей смерти. Он говорит о том, что он желает сделать как подобно пшеничному зерну. Это зернышко, если его сберечь, его можно сберечь, но оно будет одно. А когда его закопать, похоронить, дать ему умереть, потому что оно умирает и отдает свои вещества питательные для ростка, когда он умирает, оно приносит плод. Вырастает росток, и там, может быть, 30 зерен будет. Так Иисус говорит, чтобы я помог этим грекам, я должен сделать то, что делает пшеничное зерно. И это то,
что будет настоящей славой. В этот день, когда он лежал, люди славили его, и это был невероятный день. Никогда Христа так не славили на земле, как-то в тот день. Никогда. И людям казалось, что теперь его воцарят, и это будет пик популярности, это будет слава. Он будет на царском троне, но Иисус говорит: я ищу большую славу. Я пойду за большей славой. И эта слава будет от того, что я отдам свою жизнь. И то, что я сделаю, принесет для всех благословение. Это будет та слава, которую я ищу. И продолжая, он вдохновляет апостолов, и нас, учеников, чтобы мы искали от своей жизни именно такой славы. Не славы человеческой, которая скоро проходящаяся, а настоящей славы от Бога. И эта слава, которая от Бога, она где-то нелегко дается, но она того стоит. Стих 25. «Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем», свою земную жизнь, да? «А ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой». Он говорит: я предлагаю вам, братья, мои ученики, пойти, как я пойду в своей жизни. Пойти для того, чтобы свою жизнь отдать, погубить, даже потерять в земных каких-то интересах. Прожить не для своего комфорта. Потому что если жить для своего комфорта, для каких-то своих телесных желаний, то ты в конце концов потеряешь, ты погубишь свою жизнь. Твои телесные желания приведут тебя в ад, ты погубишь. Но если пожить и последовать за мной, значит, жить не для себя, а потерять свою жизнь, чтобы принести плод, то Отец прославит, будет слава у Бога. Хотя, это кажется, это очевидно, но при всей очевидности это очень нелегкая тропа или задача. Она была и нелегка для Христа. Вот стих, в котором он выражает, открывает свое сердце в тот день. Стих 27. «Душа моя теперь возмутилась». Это слово встревожена. Душа моя в большой тревоге. Он говорит о том, что я иду и сделаю то, что прославит меня. Но моя душа очень встревожена. И что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего, но на сей час я и пришел. Отче, прослави имя Твое. Иисус говорит: я сделаю так, что весь мир пойдет за мной. Я сделаю так, что будет слава от того, что моя жизнь принесет, от моего распятия будет слава, от этого подвига будет слава. Но пойти на этот подвиг, то есть отдать свою жизнь, по-человечески это очень тяжело было даже для Христа. Собственно, наверное, с этого эпизода начинается нам приоткрытие, насколько в таком гнетущем, в тяжелом состоянии находится Христос в эти дни. И, наверное, это описание будет завершено, когда он будет в Гефсиманском саду, это тоже говорить: «Отче, избавь меня от сего часа». Душа моя возмутилась, я в растерянности, я в тревоге. И мне хочется, отче, я хочу, чтобы это меня как-то миновало, чтобы этот час со мной разминулся, или я не пошел на это, отче. Но он говорит: но на сей час я и пришел. Это мое желание как человека, мне тяжело пойти на крест. Но я понимаю, что, отче, я для этого и родился, воплотился. Я для этого пришел, чтобы стать этой жертвой. И это в этой короткой молитве, еще раз 28 стих: «Отче, прослави имя Твое». Я не прошу
Тебя избавить меня от моей задачи. Я понимаю, что это цель моей жизни, и я подчиняюсь этой задаче. Я пойду на крест. И он просит: Отче, сделай так, чтобы Ты был прославлен через то, как я выполню цель моей жизни, когда пойду на крест. Отче, прославь имя Твое. То есть не сделай так, как, чтобы не было легко, а сделай так, чтобы я подчинился Тебе, и это принесло Тебе славу. Это прославило Тебя. Прославило Тебя как Бога, который открылся во всей своей любви. Отче, прослави имя Твое. И вот тут же мечтаем, тут же мгновенно ответ с неба. Тогда пришел с неба глас и прославил, уже прославил тем, что Ты подчинился, воплотился, и еще прославлю. Сын, я прославлю имя Свое, имя Божье, тем, что Ты пойдешь на крест. Это будет величайшая Божья слава. И видно, что вот эта вот молитва Христа, которая была тут же отвечена с неба, она тут же принесла духовное такое вот мужество для Иисуса Христа. Он укрепился и как бы уверенно идет ко Христу. Вот стих 31, с 31 по 33. «Ныне суд миру сему». Это говорит Христос после этой молитвы. «Ныне суд миру сему». А кого будет судить? Кажется, что мир его будет судить, и мир его будет судить. Нет, ныне суд миру сему. Ныне князь мира сего изгнан будет вон. Казалось, что его изгнали вон. Казалось, что сатана потеряет руки, наконец-то он от него избавился. Нет, князь мира будет изгнан сего вон, сатана. Дальше 32. «И когда я вознесен буду». Слово вот, вознесение к чему-то великому, а это говорит о Христе. «И когда я вознесен буду», то есть поднят буду, вот этот крест, как будто бы пьедестал, этот трон, который его возвысил. «И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». И вот комментарий Иоанна, это же Иоанн добавляет: «Сие, говорил он, давая разуметь, какую смертью он умрет». Когда читаешь эти два стиха, 31-32, о чем говорит Христос? О какой славе, о какой победе, о каком величии. А Иоанн комментирует: братья, это он сказал о кресте, о том, какой смертью он умрет. Это была самая позорная смерть в те времена, самая негодная смерть для самых негодных людей. Сей сказал он о том, какую смертью он умрет. Вот как он желает нас привлечь. Вот как исполнятся эти такие вот слова опасения фарисеев. Весь мир пойдет за ним. Вот, стих 32. «И когда я вознесен буду, от земли всех привлеку к себе». Даже в своем волнении Христос подчиняется Отцу: Отче, прославь. И Отец отвечает: прославлю. Иисус уверенно говорит: да, это будет победа. Это будет победа. Я сделаю эту победу. Я сделаю так, что весь мир пойдет за мной. Я сделаю так, что вот слава Божья будет очень сильно возвеличена через крест, через мою жертву, когда люди ее будут принимать. И всех привлеку к себе. Именно Христос распятый привлек и нас. Вот здесь, далеко, за 2000 лет от этого события, да, за не знаю сколько километров от Иерусалима, Он привлек. Он привлек тем, как Он нас возлюбил, что принял наше наказание. И в этих словах, в том, как Христос подчиняется воле Отца, есть вызовы для нас, потому что Он предлагает и нам, что я как пшеничное зерно буду, но и вы будете такими же в своей жизни, и вы проживете так свою жизнь, чтобы, подчиняясь воле Бога, вы свою жизнь по-земному даже загубили, но при этом прославили Бога и имели много плода.
И, наверное, если для Христа идти этим путем было нелегко, но Он пошел. Значит, скорее всего, и нам, если быть на этом пути, будет нелегко и есть нелегко, и не всегда легко. Не всегда легко подчиняться Богу. Не всегда легко принимать те обстоятельства, которые Бог нас ставит. Не всегда легко. Хочется молиться, вот как Христос начинал, стих 27. «Душа моя возмутилась, Господи, я в тревоге, что мне сказать? Избавь меня от всего часа. Господи, как ты, что не видишь? Почему ты меня сюда поставил? Почему такие обстоятельства? Господи, что ты реши? Мне тяжело». Но нужно не только так говорить отцу, говорить: «Отче, но какая твоя воля? А если воля твоя такая, чтобы мне это допустить в моей жизни, дай мне подчиниться. Дай мне принять эти страдания, но чтобы я в них прославил Тебя». И это будет победа. Потому что Христос даст силы, Бог даст силы. И, может быть, встревоженное сердце получит поддержку. Такой вот рецепт, который дал Христос в своей жизни, от сердца, которое волнуется, встревожено, видя опасности, чтобы мы искали не просто облегчения и выхода, а чтобы мы искали: «Господи, а как Ты скажешь?» И могли подчиниться. Подчиниться так, чтобы даже среди этих скорбей и болей, но мы стали инструментом, чтобы Бог был прославлен. И если это так, то Иисус говорит: то и Отец почтит вас. Пусть и наше сердце ищет не той славы, которая на земле, а той славы, которая от Бога. А значит, пройдем жизнь, следуя за Христом. Пусть Бог будет прославлен. Аминь. Помолимся.